Но фараон все время вел себя, исходя из собственных мотивов и собственных безбожных представлений о своем положении. Вот. Бог это совершил, но фараон должен был лишь оставаться с тобой, чтобы выполнять волю Бога. Кстати, здесь есть 29 ссылок, я вот не знаю, где список литературы. Вот он здесь в конце. Значит, и здесь я вот хочу опять вернуться к прошлому нашему разговору и просто сказать напомнить, что реально вот если мы поймем, что все-таки это... Вот я говорил же, ведь я все время это воспринимал, что фараон был бесконечно тупой, пока вот не понял, значит, что на самом деле за этим стояло целое общество, понимаете? И так просто отпустить 600 тысяч мужчин, плюс там все семьи и так далее, просто это экономический удар по Египту, по возмущению там сограждан и так далее. То есть это не просто вот такая тупость, да? Значит, и что Бог вот в этом смысле наказывал не фараона, он наказывал всех этих рабовладельцев. Вот о чем шла речь. И вот действительно потом пришел этот момент, когда они сами уже все сказали, что давайте отпустим. Вот. И вторая вещь, которую я здесь очень хотел бы отметить, вы знаете, это тоже пришло, это не сейчас, это много лет назад пришло ко мне. Вот посмотрите, происходит, Бог знает что, да, вот эти кары. Понятное дело, что весь народ Египта ополчился на своих рабов, понимаете, там идет злость такая явная, да, вот идет в этой Торе идет, в Торе идет вот в этой главе, я имею в виду, идет описание, да, что происходит, и вдруг вклинивается поразительно светлый кусок, понимаете, это описание Песаха и правил. Вы знаете, в ней это столько оптимизма, понимаете, это означает следующее. Смотрите, да, есть вот все эти сложности, есть все эти трудности и так далее. Давайте поговорим о новом мироустройстве. Понимаете? И вот это вот, честно говоря, меня всегда, знаете, очень восхищало. Вот именно вот эта позитивная нота вот на фоне вот этого непрерывно продолжающегося бедствия, да, понимаете? Ведь понятно же, что это, да, избирательно, так сказать, вот Бог создал вот эти вещи, казни, так сказать, чтобы наказать вот этих людей, да, рабовладельцев этих, да, вот давайте прямо будем говорить. Но это же понятно, что все равно касалось, так сказать, и нас тоже. Ну, как бы сказать, там, типа, что-то там не так пошло, иди работай в 2 раза больше, иди работай в 3 раза больше, понимаете? И вот на этом фоне вдруг вот эта потрясающая позитивная нота, вот, что, а теперь давайте о новом мироустройстве поговорим, и как это будет, это вообще было нечто, это я помню, с каким невероятным восхищением я это читал, это не сейчас это пришла мысль, а давно очень. Вот. Ну, в общем, да, собственно, вот это мои, так сказать, соображения по поводу этой главы. Ну, несколько добавлений вот к тому, что вы сказали. Вы упоминаете, что наказание, что эти казни в наказание египетскому народу. Ну, наказания-то, в общем-то, большие. Голодают все. Казнь первенцев от фараона до пленника. То есть там все идут. Наказание, и в то же время там нам надо с вами
с двух сторон взгляну на эту проблему, потому что очень часто Всевышний говорит, чтобы вы знали или чтобы они узнали. Вот чтобы вы знали, что я Господь, и чтобы они узнали. У нас с вами действительно происходит часто слово наказание, как слово испытание, как слово вот я испытывал тебя в пустыне, он чуть попозже скажет, я испытывал тебя в пустыне, а чем он испытывал? Ну, лишениями, такое вот угнетение, испытание как угнетение. То есть я хочу сказать, что эти слова многогранны, эти слова многогранны. В данном случае казни даются толчки, это сами казни, это толчки к тому, чтобы осознать, чтобы узнать, чтобы понять. Вот это должно стать внутренним содержанием. Поэтому они столь велики, мы их называем казни египетские. Я бы не хотел только это слово употреблять. Испытания египетские. Вот ваше слово наказание египетское, не только казни. А вот что-то такое, что несет в себе несколько задач. Одно из них наказать за те страдания, там то ли 200, то ли 400 лет, вот как наши считают, наши комментаторы, ну, скажем так, 200 с чем-то лет, так уж точно мы можем сказать, что там были в рабстве. И наказать за это, да. Потом вы помните еще, что мы в этой главе выходим, мы забираем у египтян драгоценности, чтобы потом они нам пригодились. И мы драгоценности забираем, и многие нам говорят, так сказать, меняют в вину, что это было ограбление. Ну и тут же комментаторы говорят о том, что посчитайте, сколько за труд не было заплачено за эти 200 лет. Сколько люди жили впроголодь, без одежды, без ничего. И вот маленькая компенсация того финансового угнетения, которое испытывали израильтяне, сыны Израиля, вот маленькая компенсация была то, что добровольно египтяне отдавали. То есть нас угнетали по-разному, и наказание за это может быть. Но очень часто просто в наших текстах перед тем, как Господь посылает Моше, вообще разговаривать с фараоном, он говорит, чтобы вы узнали, то есть имеется в виду, израильтяне, сыны Израиля должны узнать, что он Господь. Имеется в виду все сильные, мы его так называем, что он очень велик в своей разрушительной силе и созидательной, как вы говорили, вот о Песахе и будущая наша земля и свобода. Это мы узнали, но и египтяне должны узнать. Дело в том, что как-то издалека мы, если поговорить, то Авраам первый человек, который принес жертву и воззвал к имени. И я со студентами, когда мы проходим эту тему, почему первый жертвенник Авраам, почему он воззвал? Потому что когда Ноах приносил жертву, никому не надо было говорить, кому он приносит. Люди были вот такой маленькой горсткой, которые знали Всевышнего, буквально знали, он с ними разговаривал. А больше никого не было. А когда Авраам приходит в страну, то он должен назвать имя Бога, потому что жертвы были все похожи, и люди могли подумать, это один из комментариев, могли подумать, что он приносит жертву Баалу, например, или Мардоку, или еще какому-нибудь там местному башку. И поэтому Авраам говорит, нет, 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 нет. И кричит, называет имя Всевышнего. Ну, все удивляются. Тогда еще во время Авраама в стране Кнаан это имя было даже Шадай не использовали. Он кричал-то, в общем-то, другого имени он не знал. Он кричал Шадай. Но, по крайней мере, люди узнали, что вот есть какой-то не их, а другой Всевышний. И с этим же Моше приходит к фараону. И комментарии говорят о том, что когда он заявил, что Всевышний послал меня, чтобы
ты вывел народ свой, в смысле, чтобы ты отпустил народ его, и они ему будут служить. И комментарий говорит о том, что фараон приказал своим служащим в архивах найти имя этого бога, и не нашел. И не Ну да. нашел. Ну, Вот. архивы-то были, как бы сказать, однонаправленные, так сказать, да? Естественно. Но, может быть, мы можем представить, потому что комментатор это явно средневековый, это же не того времени комментарий, но мы можем себе представить, что в то время, а поскольку Египет с Вавилоном постоянно воевали, это две Да, территории, даже не страны, а две территории плодородные, которые, каждая из которых хочет завоевать другую, чтобы стать еще более процветающей. Так вот, они всеми воевали. Ну, естественно, фараон должен был знать Мардука. И там, и, наверное, эпос Гильгамеша к тому времени уже существовал. Он должен был знать что-то. Мир не был замкнут сам по себе. Поэтому, может быть, в архивах были, да, списки египетских богов, плюс какие-то списки очень известных богов тех стран, с которыми воевали и должны были знать их обычаи. Так вот, этого имени не было. То есть, что у нас получается? У нас получается введение новой концепции. И наказание, как вы говорите, наказание, они несут в себе вторую и, наверное, может быть, более даже важную. Наказать можно по-разному. И компенсировать ущерб можно по-разному. А вот имя, то есть совершить нечто, то есть чудо, имеется в виду, что это событие, подтверждающее слова о необходимости вывести от того, что он Всевышний. Вот его сила, вот, пожалуйста, вот ее проявление. Вот имя и вот его проявление. И так 10 раз. Вот имя и вот его проявление. Но хотя бы просто как для двоечников долбить в голову. Да, именно так. Не Долбить. просто, Рэбе не просто двоечников. Вот я вот это здесь, как бы сказать, вот моя точка зрения здесь, это вот действительно рабовладельческое общество, которое нужно было, чтобы проняло их. Потому что люди не так просто расстаются с принадлежащими им вещами, рабами и так далее. Это должно было, ну, чтобы их проняло, так сказать, понимаете? Вот это вот моя точка зрения, и что фараон здесь вот выступает действительно как представитель вот этого класса, так сказать, который вот все время, я вот как говорил, неспроста он говорит, да, забираю людей, да, нет, я передумал, забираю людей, я передумал, так сказать, вот понимаете, да? Извините, я вас перебил. Нет, нет, все в порядке. Это как раз, когда мы говорим о новой концепции Бога, который не был известен на Ближнем Востоке, вот под таким именем и с такими возможностями не был известен. Это ведь не просто новая религия, это новый образ жизни. Вы упомянули, но в данном случае вот можно эту картиночку увидеть пошире. Не только вот ставочка Песаха является оптимистической, а все будущее учение, то, что мы будем называть Тоа, которое еще не дана пока Тоа, это новый способ мышления. Вы сейчас опять подчеркнули правильно, что это цивилизация рабовладельческая. А у нас появится закон через 50 дней. Начнут появляться законы, и у нас появится закон о том, что в 7-й год мы с вами скоро будем праздновать Тубишват, упомянем обычно об этом, будем говорить, в 7-й год надо было отпускать рабов. Раб не раб в египетском смысле, он Да, не собственность, он наемный рабочий, который да. работает за еду и одежду там, и за что-то еще. Многие ведь хотели остаться потом. То есть это добровольное такое положение вещей. Почти добровольно. Мало того, раб мог себя выкупить. Собрать деньги откуда? Значит, работая, он мог собирать деньги и потом выкупить себя и уйти не в 7-й, а в 3-й, 4-й год. Все зависит от того, на какую должность его поставили. Мало того, мы с вами придем к Йовелю или Ювалю. Йовель – это юбилейный год, когда и земля отдается. То есть нет собственности, новая концепция, новая идея,
которую несет новый Бог, единственный, для нас он единственный, для них он просто новый, и эта концепция, то, что земля принадлежит, оказывается, ему, а не фараону. И небо принадлежит ему, а не фараону. Новая идея. И тогда распоряжаться всем этим надо по-другому. И в данном случае, да, отпустите, научитесь. Вот я еще никаких законов вам не давал, но научитесь отпускать рабов, и вы получите новое устройство государства. Берите рабов, если они к вам приходят и просятся, и отпускайте, если им нужна свобода. Сама мысль была недопустима для фараона, потому что другая цивилизация, рабовладельческая, да. Да. Вот, А вот вы поэтому сейчас сказали, мне очень интересно, так сказать, интересно, кто-нибудь исследовал, вы знаете, вот я всегда детям говорю, что вот значимость человечества — это ее впервые морально-этические принципы зазвучали так, как никогда нигде не звучало, так сказать, понимаете, и это перестроило все человечество вообще. Там кого-то позже, кого-то раньше, но, значит, это действительно все перестроило. А кто-нибудь, а вот сейчас вы сказали, я действительно задумался, что наряду, как бы сказать, с морально-этическими законами, там вот туда же входят и законы такого экономического толка, если угодно, да. да. И что очень интересно, я совсем недавно прочел значит, как раз разрушение плодородных земель, значит, вот в результате человеческой деятельности. И в связи с этим авторы статьи вспомнили об этом законе. 7-й год оставляй, так сказать, нетронутый, да? Но это как раз, это тема моей лекции, когда я буду Да, говорить да. субботы, да, суббота В земли. субботу. Я хочу сказать, что вы об этом говорили, так сказать. Это на самом деле я в научной статье совершенно, по-моему, это было в этом самом общество по исследованию операций, по-моему, там это прозвучало, понимаете, что 7-й год вот неспроста это было. И вот, возвращаясь теперь к вопросу, кто-нибудь когда-нибудь исследовал, вот, образно говоря, разделить вот экономические, так сказать, законы, да, и морально-этические. Они переплетаются, конечно, но больше, так сказать, вот какие-то вот более на экономику влияют, да, какие-то более на значит, действительно морально-этические. Да, я могу на эту тему много разговаривать, потому что на меня когда-то это огромное впечатление произвело. Да. Ага. Я думаю, что, вы знаете, это, скорее всего, да, это возможно, но они, правда, настолько плотно переплетены. Они Потому что недавно переводил статью о том, можно или нельзя, это было движение Массорти, выпустило статью, можно или нельзя, значит, транслировать службы в шаббат. И там говорится, что у нас есть принцип пикуах нефиш, спасение души. И кто сказал, кто отделил, что психологическое состояние человека не является угрозой его здоровью? Как можно сказать, что это, дескать, через это можно переступить? Психологию можно переступить. Мы же не угрожаем, то есть это же не инфекция, это же не... Я имею в виду, значит, когда человек сидит дома в одиночестве и уходит в депрессию, и что может из этого получиться, мы не должны не учитывать как угрозу, потому обязательно. что, да, в том-то и дело. Теперь, если мы с вами этот принцип, то есть психологическое расстройство человека может привести к каким-то ущербам его, поэтому лучше он помолится, нежели мы выполним, так сказать, букву закона, тем более, там приводится еще пример о том, что электричество не является огнем, то есть в данном случае это это мировоззрение, как понимать природу электричества. Но это тонкости такие, которые больше о Галахе говорят. Но в данном случае, когда мы говорим вообще о законах,
И упомянули сегодня о законах Торы, и упомянули сегодня об отпускании рабов в 7-й год. Вот а, земля 7-й год отдыхает, и человек уходит. Он знает с самого начала, что «зело леолам» – это не навсегда. Он идет в рабство, да, он будет много работать, и его будут за это только кормить, но он знает заранее, что вот я выйду, обязательно выйду. То есть Это по- закон, который закреплен и является обязательным. То есть это мицва отпускать человека на 7-й год. И он защищен и психологически в том числе. Если он продается в рабство и не знает конца, он может, хас халила говорить о самоубийстве, но он будет, естественно, это на все времена депрессия, так сказать. конечно. Конца же Теперь, нет. теперь мы можем посчитать эту депрессию в числах, экономических числах. Потому что такое человек, который работает, хочет заработать и себя выкупить, психологический настрой? И что человек, который знает, что это навсегда, мы же жили в Советском Союзе, мы же знали пословицу, что мы делаем вид, что они работают, что мы работаем, они делают вид, что нам платят. Да. Вот так и здесь, как каждый делает вид, и этот раб, у него производительность у этого раба, как у паровоза, 16%, там были 25%. То есть очень низкая производительность, а значит, это низкая производительность всей экономики. Конечно, Если да. человек в депрессии, то низкая производительность всей экономики. Если он здоров, если он энергичен, то это в Торе говорит: слушайте, не впадайте в глупость египетскую, не угнетайте своих людей, и вы будете процветать при похожих, не идентичных, не тождественных условиях. При похожих условиях у вас другой экономический результат. Конечно. Да. Я не уверен, что это можно вот буквально, хотя, скорее всего, можно буквально посчитать в цифрах, но настолько переплетены служение Всевышнему через жертвоприношение, казалось бы, это пустая трата съедобных продуктов. Мы же сжигаем что-то. Мало того, мы выясняем, что, оказывается, часть этих жертв, не все, ола вся сжигалась. 1 из 5 жертв сжигалась вся, а остальные поедались частично Конечно. хозяином, частично коэном, то они поедались. То есть это не трата, это что-то другое. И тогда мы с вами опять уходим в психологию. Отдай, научись отдавать. Научись давать и быть благодарным за то, что у тебя есть. Да, возникает такая мысль о том, что, а может, мне достанется больше. Вот я сейчас дам немножечко, а мне потом столица и все это вернется. Может быть, конечно. Может. Тут и лукавство немножко есть. У Но, кого-то, может быть, и возникало. да, Это но вполне. в большинстве случаев я делаю мицву, я делаю что-то правильно. Я отдаю лучшее, не вообще что-либо, а лучшее из того, что у меня есть. Я первенцу в сегодняшней недельной главе говорится, я первенца своего отдаю. Вот у меня сын родился, я его поносил, он стал ходить, может работать, я его обязан отдать на служение в храм. То есть я лучшее отдаю. Что же за человек-то растет? Какая у него должна быть психология? Умение отдавать, не привязанность. Вот вы сегодня говорили о том, как египтяне привязаны. Они не могут физически. У меня есть пара-тройка знакомых, таких жадноватых ребят. Они патологически не могут расстаться вот ни с одной копеечкой. И очень трудно это сделать. Так он болеет. Вот с моей точки зрения на него смотрю, он болеет. То есть вот это как физическое заболевание, только вот оно проявляется в другом образе. Точно так же может болеть страна. Если в стране принято держаться за свою собственность больше, чем это необходимо, то значит она больна.
вот вы понимаете, от маленькой детали вдруг большой картинки ты все время приходишь, неразрывно связаны. Я уже не говорю человек-человек или там человек и общество. Да-да-да. Вы хотели что-то сказать? Не, я хотел сказать как раз еще вот это вот, как бы сказать, о концепции «отдай». Это, я помню, на меня совершенно потрясающее впечатление, это еще много-много лет назад произвело. Это вот эти, то, что вот во время сбора урожая осыпалось, не собирай. Мгм. Вот это вот на меня произвело какое-то поразительное впечатление, понимаете? Ведь идея-то вот там путник может быть голодный, там еще кто-то соберет, да, но мы же не знаем, это может быть и преступник, и там, я не знаю, бандит, и вор, там еще черт знает кто, так сказать. Все равно отдай. Может быть, ты поможешь, спасешь человека, понимаете? Вот это вот глубинная вещь, которая древние цивилизации такого даже и вообразить не могли, я думаю. Ну, поэтому Маймонид говорил о том, что самое главное, что хотел Всевышний, да не жертвоприношение он хотел. Самое главное, он хотел, чтобы люди приняли Тору. Никто ведь не хотел ее брать, она противоречила. Но есть же легенда о том, что Концепция, Тора да, предлагалась разным народам, и только евреи ее да, взяли. да, Но да. самое главное, чтобы человечество хотя бы вот маленьким народиком, как ноготочком, зацепилось бы за мои законы, и вот тогда у него, мы все часто это повторяем, тогда у человечества есть будущее. Вот если вы будете жить по этим законам, вы измените психологию, экологию, экономику. Вы все измените. И ваше проживание, я уже не говорю страна, просто ваше проживание станет эффективным в десятки раз. Это то, что Да. мы сейчас видим пока только на примере Египта и народа Израиля. Удалось ли нам это воплотить? Ну, не знаю. Если бы да, тогда нас бы по-другому смотрели. Наверное, Ну, пока нет. Мы ну, учимся. Ребе, Да. но тут, как бы сказать, важно же процесс, а не это самое, не результат, как говорится, Ну, да. Мы да, все да. время, мы все время, если вот все время следовать, это все время самосовершенствование. И это Да. самосовершенствование, оно и приходит постепенно, так сказать. Оно не может быть одномоментным, оно не может быть там, ему нельзя ставить там через 20 лет мы будем жить при коммунизме, мы это уже проходили, так сказать. Вот Да. Да. такого рода вещи, так сказать, нельзя. И вот, вот эта вторая часть, я все-таки хочу об этом еще раз сказать. Вот эта позитивная компонента в этой главе, так сказать, вот понимаете, она действительно ошарашивает, понимаете, идет бог знает кто. Ведь я же говорю, это уже понятно, что эти рабовладельцы, озверевшие на народ, начали его угнетать еще сильнее, понимаете? И вот в этот момент вдруг вот это новое мироустройство, это какая-то, вот знаете, вот совершенно позитивная нота среди всего того, что творится, понимаете? Я не знаю, на меня это очень большое впечатление произвело. Это не вчера, когда я перечитывал, так сказать, ну, чтобы как это сказать, вот к сегодняшнему разговору там вспомнить. Это я первый раз, когда читал, это вдруг, знаете, вот такая, вот среди этой черноты вдруг такой оазис красоты, понимаете? Да. Ну, это опять-таки, это как раз, это не две отдельные темы, это продолжение нашей же темы. Да-да-да, Причем конечно. принцип, да, принцип вы можете увидеть, особенно в книге «Дворим», этот принцип хорошо просто воплощается, и во многих других книгах, особенно у пророков. Принцип такой. Предлагается, фраза такая есть, «Ныне даю тебе жизнь и смерть, так выбери же, избери же жизнь». Предлагается некое, нечто, в данном случае законы, в данном случае это уход из Египта, то есть получение свободы, предлагается нечто. И если кто-то будет это делать, то у него вот что будет. А если не будет, вот что будет. Это благословение и проклятие. Вот как в горах Гризим и Эйваль. На одной благословение произносится, на другое проклятие. Благословение и проклятие были условиями каждого договора, любого договора на Ближнем Востоке, и по форме
Мы просто его тут же соблюдаем. Но вот в скрытом виде перед нами в этих 2 главах у нас благословение и проклятие. Проклятия уже звучат физически. Это не предсказание проклятий, это проклятие. Это проклятие, Сразу. конечно, Да, конечно. это сразу. И благословение. Вы говорите, что оптимизм появляется, вот оптимистическая нотка. А вот благословение за то, что вы уходите из рабства, вы попросили, потому что вы плакали, и я вас пожалел, они вас отпускают. И вот уже благословение – это то, что вы будете, и страну вас приведу, и вы будете есть, и говорить, что это у вас, дети будут спрашивать, а вы будете говорить, что это за то, что вот мы вспоминаем то благо, которое совершил для нас Господь при выходе моем из Египта, за избавление. Так что вот принцип благословения и проклятия, он вот не очевидно, но он уже лежит. Много-много проклятий, 10 казней и одно благословение. Вот мы его и получаем. Действительно, с точки зрения как вот литературный прием, это и предсказание, потому что нам же тут говорят, у вас будут дети, у вас будут внуки, то есть всем детям. Ага, значит, у меня будут. То есть это не конец, значит, вот сейчас все заканчивается плохое, и у меня будет хорошее. В данном случае это явный намек. Вот вы говорите, что это оптимизм, это явный намек на благоволение, на благословение. Новое мироустройство. Новое мироустройство. То есть, это вот мы с вами немножко разобрали в предыдущих разговорах мы разобрали о том, что сама Тора – это и есть новое мироустройство мира. Я люблю и часто повторяю о том, что есть человечество до горы Синай и человечество после горы Синай. Медленно, по чуть-чуть, по маленькими шажками, но после горы Синай вся цивилизация меняется в другом направлении. Да, конечно. это да. Абсолютно. И вот Песах в данном случае как предсказание, что будут дети и будут спрашивать, а вы будете рассказывать, как плохое все кончилось. Да. Это такая интересная история. Да. Оптимизм. Ну все, тогда на сегодня мы с вами закончим, уже до следующей главы. Спасибо большое, да. Спасибо вам за идеи, да. Удовольствие вот так вот разговаривать. До следующего.